Сейчас уже больше 12 часов ночи. В море много дронов появляется, люди идут уже потихоньку в укрытие, потому что дроны в море, и с минуты на минуту уже будет воздушная тревога. Там дети маленькие тоже идут. Все идут, потому что сейчас очень опасно, и все переживают. А вот и воздушная тревога. Очень много людей сегодня идет в убежище, потому что действительно сейчас в Одессе очень опасно и страшно. Сегодня 15 мая 2026 года, и всех приветствую из Одессы. Всем привет, наши дорогие зрители! И сегодняшнее видео мне бы хотелось начать со слов благодарности для вас. Спасибо вам большое за все ваши такие теплые слова, за ваши прекрасные, добрые комментарии. И спасибо вам за такие замечательные пожелания. Вот кто может лучше поддержать, чем человек человека? Вот, да, это действительно очень ценно. И спасибо вам большое за то, что вы у нас есть. Есть, конечно, и плохие комментарии, но о них мы не будем говорить, ведь у всех есть право тоже их написать. Ну и люди этим правом пользуются. У нас в последнее время настолько много тревог, что уже даже животные, собаки не выдерживают. Я не помню, чтобы раньше так выли они постоянно, а сейчас все собаки реагируют на тревогу. С одной стороны, это действительно выглядит смешно, но с другой стороны, понимаешь, что даже животные уже устали. У нас, к сожалению, знаете, я вот всегда стараюсь вам показывать реальную жизнь и реальную обстановку в Одессе. А она у нас очень контрастная, потому что мы живем во время войны. У нас есть хорошее и есть очень плохое. Но, к сожалению, плохого сейчас действительно много. И наша жизнь. И мы переживаем эти все события. Возможно, мы когда-то о них будем вспоминать с ужасом. Возможно, кто-то о них забудет, но пока мы действительно в этом живем. Сегодня, к сожалению, в Одессе снова была неспокойная и тревожная ночь. Как вы видели с начала видео, и взрослые, и дети шли в укрытие, потому что ночью написали, что в море больше 40 шахедов, и они сначала летели на город, и все подумали, что они летят на Одессу, и начали еще до тревоги уже все идти. Вот, и маленькие дети, по годику они там сами ножками топали, и взрослые, и собаки, и коты в переносных вот этих ящиках. Все сидели там просто очень и очень долго в тех бомбоубежищах, в паркингах, потому что сейчас действительно очень опасное время. Знаете, и всю ночь, и сегодняшний день у нас то ракеты, то шахеды, то ракеты, то шахеды, то какие-то взрывы. Что говорить, уже, знаете, желания с каждым днем все больше уменьшаются к тому, что хочется хотя бы реально поспать, потому что вот эти недосыпы, постоянные чувства опасности, потому что ночью, вот вчера был взрыв, вот прилетела где-то за городом ракета, и ты уже на таком адреналине просто не можешь уснуть. И знаете, я вот сегодня просто как рыбка Дори из мультика Немо. Что сказала, то забыла, рассеяна, там то забыла, там то пропустила, там туда поехать забыла. Вот, и, конечно, с этим тоже как-то нужно справляться, но спать страшно, скажу я вам честно, потому что время сейчас такое, и многие и не спят. Вот, да сидим по полночи в телефонах и смотрим, что же там летит. К сожалению, так. Но среди этого всего есть и хорошие события, о которых я тоже говорю и часто показываю. Вот у нас лето скоро, многие готовятся к лету, открываются какие-то новые заведения. Люди уже начали приезжать в Одессу, несмотря на то, что у нас, ну, скажем так, мягко, неспокойно. Тем не менее, люди не боятся, едут, все хотят оздоравливаться, вот начиная уже с мая, хотя еще даже погоды хорошей не было. Кто-то женится, у кого-то свадьба, а кто-то ходит в рестораны, а кто-то там пошел в ночной клуб. И хорошо, что есть среди этих всех темных времен что-то и хорошее, чтобы люди могли выплеснуть этот стресс, выплеснуть этот негатив. И хоть немного вот какие-то хорошие, что-то хорошее в жизни должно у людей быть. Люди вот таким образом стараются отдыхать. Я помню первые дни войны, еще зима, вот это была серость, все забито фанерой, везде противотанковые ежи стоят, люди по улицам не ходят. Если бы мы жили 5-й год в таком ужасе, то все бы, наверное, уже того, потому что это очень психологически тяжело. Поэтому вам показываю всегда, знаете, и хорошее, и плохое.
Иду здесь, прохожу окошко. А посмотрите, какая здесь красотка сидит. И у нее игрушка бобер. Я такого видела в зоомагазинах. Даже вам как-то показывала. Какая красавица. Сразу видно, что жизнь у нее удалась. А это новая стройка, и такое чувство, что добавляют новых домиков. Что-то здесь будет по-новому. Все готовятся к лету, все перестраивают, потому что ждут большой поток туристов. Ну, это, конечно, все будет, если у нас будет тихо. А вот, собственно, ресторан у Самвела. Многие его в Одессе любят, ему уже много лет, но, тем не менее, сюда многие приезжают. Так, вроде бы он работает, вроде бы все хорошо. Люди есть, или отдыхают, или ждут обед. Но что-то рядом строится. Нет, работает. Люди пьют кофеечек с видом на красивое наше Черное море. Не только люди здесь отдыхают, но и животные. Так, я слышу, музыка уже в Аркадии играет. Все потихоньку готовятся к открытию. Кто-то уже открылся, кто-то нет. Надо будет с вами пойти все посмотреть. Ну, а вот, в принципе, вход с Аркадии в ресторан Арарат. Здесь классная качелька есть, но сидят девочки, поэтому мы с вами не покатаемся. Ну и как мы можем, будучи рядом с морем, не взглянуть на наше прекрасное Черное море. Посмотрите, какое оно сегодня замечательное. Практически одного цвета с небом. Там внизу Аркадия наша. Но сегодня я, наверное, туда не пойду, потому что у меня нет времени. Так, водичка у берегов отличается. Я надеюсь, это не пятна масла, которые приплыли из Черноморска. Нет, это, по-моему, очень чистая кристальная водичка. Просто выглядит по-другому, потому что здесь мельче. Водичка в море прогревается, и сейчас у берегов Одессы она составляет примерно от 13 до 15 градусов. Зашла в торговый центр, сейчас покатаемся с вами на эскалаторе. Он так будет ножками пройтись быстрее, чем ждать, пока доедем. Так нужно целый день ехать. Забежала на пару минут в Сенсей, потому что увидела издалека вот такие прикольные подушки. Посмотрите, они в виде цветов, и есть в разных цветах, вот такие в виде ромашек. Очень круто, можно украсить свою комнату. И цена их 229 гривен сейчас. Но выглядят они действительно, знаете, так по-весеннему, по-летнему. Кстати, хорошее предупреждение. Вот здесь есть... периодически включают, что в случае тревоги, если вы не спускаетесь в укрытие, а просто выходите куда-то на улицу, то нужно отойти от этого стеклянного торгового центра минимум на 150 метров, потому что люди часто выходят и просто возле него стоят. А это делать категорически нельзя. Смотрите, какое я кольцо нашла. Это наверное, для максималистов. 600 гривен стоит, но оно достаточно большое, но все же, если оно есть, то, скорее всего, кто-то такие кольца покупает. Люди любят что-то побольше. А вот, посмотрите, было бы хорошо, чтобы это был какой-то бриллиант, но, к сожалению, я даже не знаю, из чего это сделано, но тоже оно достаточно крупное. Оказывается, сегодня Международный день семьи. И я еще хотела сказать, что вот война — это не только вот это дроны, ракеты. Война, она охватывает гораздо больше всего. И, к сожалению, именно из-за нее очень много украинских семей развалилось по различным обстоятельствам. Но у многих виной стала именно война. И я хочу поздравить все крепкие семьи Украины и других стран с этим праздником, потому что иметь в наше время сейчас хорошую, крепкую семью, которая тебя поддержит, это бесценно, это действительно бесценно. И семья — это не только мама, папа, там, бабушка, дедушка, дети, только родные люди. Она включает гораздо большее количество людей, тех людей, которые близки тебе не по крови или по паспорту. Всех тех людей, которые и в горе, и в радости всегда будут с вами. Так что берегите свои семьи, берегите своих родных и близких. И до встречи в следующем видео из Одессы. Всем пока-пока.